Друзья, всем привет! Сегодня мой выпуск из отеля «Идеал». Ко мне приехали мои подписчики, гости из России, из города Москва. Сейчас пройдем в отель и продолжим наш выпуск. Хочу вас познакомить со своими подписчиками, с гостями. У нас в гостях сегодня Петрова Анна Борисовна и ее внучка Елизавета. Анна Борисовна. Здравствуйте. У меня будет несколько вопросов к вам. Хотелось бы узнать, почему вы решили приехать в Самарканд именно в такое время года. Ну, так как понимаете, что февраль – это зима, не туристический сезон, как бы холодно, потом у нас был снегопад как раз на днях, все вот это вот. Вы попали именно в такой холодный период. Я давно собиралась приехать в Самарканд, потому что я жила в этом городе и уехала почти 50 лет назад из этого города. И мне очень хотелось посмотреть места своего детства и своей юности. А почему в это время? Потому что у моей внучки каникулы, и то есть удобно было приехать, так как летом, в Самарканде очень жарко, я уже отвыкла от этой жары самаркандской, вот, и потом я стараюсь проводить отпуск на море, вот, но мне очень хотелось посмотреть Самарканд, поэтому мы выбрали это время и приехали. Ну, а то, что холодно, мы из Москвы, мы к этому спокойно относимся. Хотя, конечно, было не очень приятно. Вот уезжать, погода наладилась. Очень жаль. Так бывает. Анна Борисовна, еще такой вопрос у меня. Как изменился город? Или какие ваши впечатления после столь длительного перерыва, да, спустя много лет? То есть как изменился город? Как, на ваш взгляд, вообще? Что поменялось? Я должна вам сказать, что город кардинально поменялся. Я очень долго смотрела, прежде чем готовиться к этому путешествию, сопоставляла названия улиц, старые, новые, районы. Конечно, вот я вам должна сказать, что если бы не было, так сказать, удобно в Самарканде на такси ездить, я своими ногами, наверное, ничего не нашла бы, потому что настолько все изменилось. Это уже не город моего детства, это город, взрослый, хороший город. Он и так был взрослый, потому что ему почти больше, чем 2000 лет. Город изменился. Я думаю, что он меняется в лучшую сторону, появляются новые районы. Вот мы посмотрели там на Гагарина, на Строительной, где это раньше остановка была, на Багишамале. Кстати, я была удивлена таким большим, хорошим зданием областной больницы. Я это помню, эту областную больницу, эти старые корпуса. Все меняется пока в лучшую сторону. Вот. Единственное, меня удивило большое количество кафе, закусочных, харчевин, чайхан. А так вообще город, конечно, становится лучше. Он становится, я не могу сказать, что он становится европейским, он становится хорошим мусульманским городом. Такой, какой он и должен быть. Потому что я очень часто отдыхаю в мусульманских странах, и я вижу, что очень-очень, город становится такой хороший мусульманский, как и должен быть. Восточный город. Восточный. Да? Восточный. Извините, я сказала мусульманский, город восточный. В хорошем смысле этого слова. Хороший восточный рынок, хороший восточный базар. Мы были на Сиапском базаре. Мне, правда, не понравился, вот раньше был такой крытый рынок. Я там ничего не нашла, мне там, в моих впечатлениях детских он был немножко другой. А Сиапский базар стал лучше. Я помню его 50 лет назад, он был не такой. Сейчас он, конечно, впечатляет Сиапский базар. Впечатляет обилие транспорта, легкового, доступность такси. То есть, цены на такси, очень такие, скажем, нормальные цены на такси. Вот. А все остальное, наверное, так же, как у всех. Вот. Хотелось бы, конечно, вернуться в город детства, но обратной дороги нет. То есть только все вперед. Вы упомянули о большом количестве кафе,
ресторанов и мест общественного питания. Как, на ваш взгляд, то есть на ваш вкус, наша еда, национальная еда, то есть еда в городе Самарканд? Пару слов, если можно. Да, я скажу. Мы живем в отеле «Идеал». Напротив нашего отеля ресторан «Идеал», куда мы в первый же день, как по приезду, сходили поужинать, по-моему, да? Мы сходили туда поужинать. Ну, я вам должна сказать, что там великолепное обслуживание, и как бы у нас с официантом и даже с хозяином заведения, ну, какие-то теплые такие отношения, потому что он вспомнил, что хозяин заведения когда-то был в Москве и был в районе Митина, где мы живем. То есть и как бы вот считаемся, что мы почти земляки оказались. Вот. Там очень вкусная кухня. Я, по-моему, такого количества шашлыков и разных, там и Наполеон, и рулет, и обычный шашлык, и рубленый. Я, по-моему, за эти дни уже просто переела. Я, по-моему, за свою жизнь такого количества. Кстати, очень вкусно. Это я по поводу кафе «Идеал». Потом мы были на Сиапском базаре. Знаете, такой маленькой, самой такой, ну, скажем, базарной забегаловки. Да. И там тоже был очень вкусный шашлык. Я там взяла, он был рубленый, и было очень вкусно. Я не помню, что Лиза там заказывала. Вот, это я не помню. Но, в принципе, нам там тоже понравилось. Потом нам гид, с которым мы, так сказать, осматривали город, порекомендовал нам кафе «Моне», кондитерскую. Вот, там тоже все было очень вкусно. И должна сказать, что там, конечно, ценовая категория выше, чем в других, там, где мы были. Но качество еды великолепное. Там европейские десерты и очень вкусные национальные блюда. Я, например, с удовольствием, я не знаю, по-моему, в восточной кухне чечевичный суп – это один из основных. Он был вне всяких. Я просто очень люблю чечевицу и везде ее ем. Он был, ну, как бы приготовлен вне, как бы это, никаких замечаний, как должен быть. Сегодня я там была, я ела солянку мясную, она тоже была очень вкусная. То есть кафе «Моне» я тоже всем рекомендую отдыхающим и жителям Самарканда, так же, как ресторан «Идеал», где великолепное обслуживание. Кстати, мы сколько раз были в ресторане, там всегда были какие-то небольшие банкеты. То есть, а вчера мы там были, там даже была живая музыка. Там играл скрипач, великолепное произведение из кинофильма «Великолепный век» и какую-то английскую мелодию, да, он играл. То есть нам очень понравилось. Вечером, хотя народу много не было, но он играл для тех, кто был в ресторане. Так что, скажем так, в Самарканде это на пятерку. На пятерку. Не только количество, но и качество в этих кафе. А какие исторические места или достопримечательности и музеи вы успели посмотреть во время пребывания в Самарканде? И ваше мнение по поводу обслуживания, как все там вот обстоит? Мы начали свой осмотр Самарканда. Мы прилетели в субботу, в воскресенье, да, мы пошли? Или в субботу мы в Гуру-Мир? Нет, в воскресенье мы сходили. Так как мы живем в гостинице, которая недалеко от мавзолея Гуру-Мир, мы туда дошли пешком по бульвару, пошли, посмотрели мавзолей Гуру-Мир. Должна сказать, что за те 50 лет, что меня не было в Самарканде, он очень изменился, очень красиво сделали. Сделали такой хороший туристический комплекс, так как надо, чтобы посмотреть спокойно. Несмотря на то, что было холодно, ну, народу там было достаточно, чтобы посмотреть. Нам там очень понравилось. Потом мы прогулялись сами, без гида, до площади Регистан. Было заснежено, мы там пофотографировали немножко. Мы не заходили на памятники, потому что вовнутрь этих медресе мы зашли на следующий день. И когда мы были там в мавзолее Гуру-Мир, мы пригласили гида, который повез нас, который, так сказать, предложил нам свои услуги, и мы съездили, посмотрели обсерваторию Улугбека. Вы знаете, я вообще это место абсолютно не узнала. Настолько оно, ну, изменилось. Там сделали так красиво, такой красивый музей. Раньше там просто вот этот небольшое место было, где этот секстант, там больше ничего не было. А здесь очень красивый музей.
красиво. Ну, наверное, еще и гид был хороший. Он нам неплохо все рассказал. Очень интересно рассказывал. И сама площадь перед обсерваторией, ну, настолько все изменено, очень красиво. Вот, оттуда мы поехали посмотреть комплекс Шахи-Зинда. То есть, вы знаете, там я была. И я даже помню этот комплекс, но он тоже произвел, должна сказать, что та реставрация, которую провели с памятником, она, ну, заслуживает самой высокой похвалы, потому что настолько все изменилось. Понятно, что реставрация, отреставрированный, ну, мавзолей – это памятники, о которых мы должны знать. Очень интересно было. Мы, естественно, посчитали все ступеньки, вниз и вверх, слава богу, они у нас сошлись. Значит, наши желания, которые мы загадывали, должны исполниться. Ну вот, оттуда мы съездили опять на площадь Регистан, и уже потом мы посетили полностью эти медресе. Правда, было очень скользко, но, знаете, было очень интересно, что пожилые женщины вениками расчищали снег, чтобы народ мог пройти, а потом еще везде расстелили ковровые дорожки, чтобы людям не было скользко. Но это приятно. Хотя они просто расчищали снег, и оставался один лед. Вообще-то лед надо посыпать, но в Самарканде, наверное, не надо посыпать, потому что испортятся все эти самые... ну, как бы испортятся все плитки, потому что это песок. И это медресе. Нам очень понравились медресе. Мы обошли все медресе, везде побывали, все посмотрели. Там купили сувениры, которые хотели. Там очень много сувенирных палаток. Мы даже поднимались на второй этаж. Нам разрешили подняться наверх. Ну, мы только в медресе Улугбека поднимались на второй этаж. Дальше мы не стали, потому что холодно, скользко, там дует, ну и везде одно и то же. А так нам очень понравилось. Медресе отреставрированы, и минареты хорошо отреставрированы. Я помню эти разрушенные минареты. Потом мы пошли мавзолей Биби Ханым. Я его помню 50 лет назад, очень хорошо отреставрировали, и он совсем по-другому заиграл. Потом, когда мы шли по этой дороге от площади Регистана к мавзолею Биби Ханым, знаете, мне эта дорога понравилась. Очень удобно ходить. Ну, потом очень величественный памятник вашему первому президенту. Очень хорошо его поставили, но памятник очень величественный. И все вокруг. Потом мы съездили, значит, там, где захоронен, это тоже мавзолей. Мавзолей, да, Ислама Абдыганевича Да, мы Каримова. туда съездили. Причем там была полиция. Мы стали спрашивать, Туристическая где... полиция, да? Ну, туристическая. Мы стали спрашивать, где оплатить. Они были очень удивлены, сказали, что Это в все бесплатно. мавзолей вход бесплатно. Они нам показали очень любезно. Мы посмотрели. Там, кстати, погода была так себе. Ну, чуть лучше, чем первые дни, но все равно прохладно. Там было столько народу, я так поняла. Причем были в основном мужчины. Наверное, они пришли, ну, как бы помянуть или... там поклониться. Ну, в общем, мне это очень понравилось, что, в принципе, мавзолей не вот прям где-то в центре города, до него надо ехать. И народ, ну, как бы тропа не зарастает народная. Вот. Потом, где мы еще были? А вчера мы съездили, набрали святой воды у источника святого Даниила. Вот, потому что я прочла еще в интернете, что там это источник, и что наш патриарх Алексий полил фисташковое дерево, которое потом зазеленело. Ну вот мы пошли, набрали там водички. Ну, в общем, мы не совсем пошли, мы вызвали такси, доехали. Ну, в общем, все нормально, нам тоже понравилось. Больше мы вроде как нигде не были, да? Вот. А остальное мы решили там посвятить небольшим прогулкам по городу, ну и воспоминания там о местах детства. Они, правда, все изменились, но что-то мы все-таки вспоминали. Так, с Анной Борисовной мы пообщались, услышали ее мнение. Теперь хотелось бы узнать мнение внучки Елизаветы. Лиза, ты впервые в Узбекистане, в городе Самарканде. Хотелось бы узнать твое мнение. Что ты ожидала вообще увидеть и что ты увидела в Узбекистане? Как, по твоему мнению, рекомендуешь ли ты приехать сюда? Я имею в виду своим сверстникам, молодежи.
Вот, то есть бабушка, она бывший житель Узбекистана, а для тебя это что-то новое и неизвестное. Очень бы хотелось услышать твое мнение. Пожалуйста. Ну, в целом мне понравилось в этом городе. Я считаю, что моим сверстникам было бы интересно увидеть такой город, так как мои сверстники, мои одноклассники все стремятся больше как-то в Европу, но вот в таких восточных странах я сама редко бываю, и их культура, их достопримечательности, исторические какие-то места выглядят очень интересно, очень красиво, величественно. То есть, где бы я ни была, большие какие-нибудь там красивые даже какие-то узоры восточные, и сам город выглядит, ну, по-другому. Я сама из большого города, и когда ты видишь вот что-то такое более, ну, как-то маленькое, можно так сказать, и, ну, восточное, это выглядит совсем по-другому, это совсем, как бы, можно сказать, другой мир, и вот прям очень красивый на самом деле город, несмотря на то, что тут и что-то современное есть, и есть какие-то исторические объекты, и это все очень гармонично выглядит, когда смотришь общий такой обзор. Вот. Мне очень здесь понравилось, я, правда, советую всем своим и сверстникам, и даже людям уже более взрослым приехать, в принципе, в Узбекистан. Мне кажется, было бы интересно посмотреть что-то новое людям, интересное для своего мировоззрения, можно так сказать. Вот. Спасибо большое. Анна Борисовна, подводя итоги нашей беседы, нашей встречи, и хотелось бы услышать ваше мнение о поездке в Самарканд и о пребывании в отеле «Идеал» и о сервисе в отеле «Идеал». Вы знаете, отель «Идеал», он почему-то трехзвездочный. Хотя по условиям проживания, по тому обслуживанию, по тому вниманию к отдыхающим и проживающим в отеле можно было вообще-то увеличить звезды, потому что такого, ну, приятного, ненавязчивого сервиса, ну, я давно, хотя я много путешествую, я давно не видела. То есть хороший персонал, хорошие условия проживания. Вы знаете, все это делается тихо, бесшумно, без всякого напоминания. Хороший номер. Уборка в номере каждый день. Не только сама по себе уборка, но и смена полотенец, каких-то принадлежностей. Но это очень хорошо. Я уж не говорю о том завтраке, который входит в стоимость проживания. То есть завтрак, ну, понимаете, если даже просто попробовать то количество, что предлагают, это можно вообще целый день больше не есть. И обязательно обратиться в аптеку. Потому что очень много и очень вкусно. Кстати, все свежее. Ну, я даже была удивлена, здесь даже бутерброды с икрой подают. Понимаете, ну, как бы это продукт не совсем восточный. Ну, вот, бутерброды с красной икрой. Вот, поэтому в номерах тепло. Мы попросили, нам включили кондиционер, потому что нам казалось, что холодно. Ну, очень хороший отель, я просто всем рекомендую. Мне очень понравилось, очень хороший сервис. И если все отели будут равняться на такой сервис, ну, это было бы замечательно. То есть туристам было бы очень, очень комфортно жить в таких условиях. Но я не знаю, Лиз, ты как считаешь? Ну, я согласна с бабушкой. Первое, что я заметила, это то, что отель сделан в узбекском национальном стиле. Все сделано очень красиво, даже, можно сказать, по-царски. Мне очень понравились и завтраки, и сам номер. Про персонал я вообще молчу. Очень хорошее отношение к людям. И, в принципе, все так гармонично. И ожидала я не такого. Я ожидала, что будет как-то не очень, а получилось, что я просто в восторге. Ну да, даже, знаете, я вам скажу, вот мы выходим из номера, подходим к стойке ресепшн, ребята тут же встают. Понимаете, это вот такие мелочи, но на них всегда хочется обратить внимание, потому что не везде бывает такой сервис. Мы пришли с улицы, заходим на ресепшн, они тут же поднимаются. То есть разговор с нами, сидя,
ни один молодой человек, который работает на ресепшене, не ведет. Ну, это такие мелочи, на которые, в общем-то, стоит обращать внимание. Такой сервис не везде бывает. Так что ставим 5 звезд, но это мы ставим. Как остальные поставят, мы только забудем, если повысят звезды отеля. И в заключение у меня такой вопрос. Что вы рекомендуете будущим путешественникам? Будущим путешественникам с любой страны, с любого места жительства, я рекомендую приехать в Самарканд и посмотреть, потому что та восточная культура, которая собрана в Самарканде, ну, я думаю, нет ни в одной другой стране. Поэтому хороший сервис, ненавязчивые услуги. Здесь вполне можно и отдохнуть, и познать что-то новое для себя, потому что, живя в европейской части, мы не знакомы с культурой Востока. Да. А вот культура Востока, она проявляется в таких городах, как Самарканд и Бухара. Потому что все столичные города, они новые, и в них нет той старины, которая была заложена в культуру. И именно вот в Самарканде, я думаю, что стоит побывать для того, чтобы просто развить свой кругозор, чтобы не быть однобоким. Нельзя любить только Европу, надо любить и Восток. То есть вам все очень понравилось? Всё мне очень понравилось, и я рекомендую людям, которые соберутся в Узбекистан, обязательно останавливаться в Самарканде минимум на 5 дней, потому что меньше дней для осмотра это очень мало. Поэтому минимум 5 дней. Ну, хотя бы все посмотреть, то, что основное. Те достопримечательности, которые есть в городе. Вам большое спасибо, что любезно согласились дать мне интервью. С вами было очень интересно. Лизонька, тебе удачи в учебе. И в будущем, думаю, что ты еще не раз приедешь в Узбекистан, в частности в Самарканд. Всегда добро пожаловать, всегда рада гостям. Приезжайте. Вы тоже к нам в Москву приезжаете. Спасибо Мы вам оставим большое. свои контакты, соберетесь, пожалуйста, приезжайте. Спасибо Мы большое. вам будем рады. Друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Всем пока и до следующих встреч.